Холодный октябрьский вечер окутал город промозглой сыростью. Воздух был насыщен запахом мокрой листвы и далекого дыма, а фонари, рассыпанные по улицам, казались едва заметными островками света в плотной темноте. Легкий моросящий дождь стекал по крышам и каплями разбивался о серый асфальт. Сара Джонсон, 33-летняя журналистка местного новостного портала, спешила по мокрым улицам, кутаясь в плащ и ежась от внезапного порыва ветра. Ее каблуки глухо стучали по тротуару, отражая напряженность момента. Очередное задание редакции должно было привести ее к месту происшествия, но она и представить не могла, что увиденное там изменит ее жизнь. Вдалеке, над жилым комплексом Ocean View, вздымались языки пламени. Красно-оранжевые всполохи свирепо пожирали верхние этажи, затмевая ночное небо клубами черного дыма. Пожарные машины с мигалками окружали здание, их сирены сливались в один отчаянный вой. В воздухе витал запах гари, смешанный с криками и паникой. «Мой сын! Там остался мой сын!» Сорванным голосом кричала женщина, пытаясь вырваться из крепких рук пожарного. Ее глаза, полные ужаса, метались по лицам окружающих в поисках хоть какой-то надежды. «Мэм, пожалуйста, оставайтесь здесь. Наши люди уже работают», – твердым голосом ответил спасатель. Но женщина только истошно завопила, хватаясь за его форменную куртку. Толпа зевак, словно зачарованная, наблюдала за трагедией, но никто не осмеливался подойти ближе. Никто, кроме одного человека. Из-за спин стоящих в оцепенении людей вышел пожилой мужчина. Его потрепанная одежда, седая борода и запавшие глаза выдавали в нем бездомного. Он не сказал ни слова, не сделал ни одного лишнего движения, просто направился к горящему зданию. Его шаги были быстрыми, несмотря на легкую хромоту, и прежде чем кто-то успел среагировать, он скрылся в клубах дыма. «Сэр, стойте!» – закричал пожарный, бросившись вслед, но было уже поздно. Секунды растянулись в вечность. Сара, прижимая телефон к груди, следила за дверным проемом, откуда только что исчез этот странный человек. В толпе повисла тишина. Казалось, что даже пожар на мгновение затих, прислушиваясь к происходящему. И вдруг силуэт показался в огненном пекле. Пожилой мужчина держал на руках маленького мальчика, его тело укутано в старую рваную куртку. Лицо ребенка было бледным, но он дышал. Толпа взорвалась криками. Пожарные бросились к спасителю, забирая у него мальчика и передавая медикам. «Боже мой! Томми!» Мать, рыдая, прижала сына к груди, словно боялась, что он снова исчезнет. Но когда люди обернулись, чтобы поблагодарить героя, его уже не было. Он растворился в ночи так же тихо, как и появился. Эта история мгновенно разлетелась по новостным лентам и социальным сетям. Заголовки кричали «Бездомный спаситель», «Ангел в лохмотьях». Кто он, герой или призрак? Сара не могла перестать думать о нем. В его взгляде, полном спокойствия и глубокой печали, было что-то, что не давало ей покоя. «Джонсон», – строго сказал главный редактор, – «у тебя неделя. Найди его. Людям нужны такие истории». Поиски оказались сложнее, чем казалось. Бездомные неохотно шли на контакт, отводили глаза, качали головами. Но постепенно пазл начал складываться. «Его зовут Джеймс», – рассказывал один из бездомных, грея замерзшие руки у костра. «Странный он. Всегда помогает другим, хотя сам еле концы с концами сводит. Но знаете, что удивительно? Он знает несколько языков. Разбирается в экономике лучше любого богача». После недели поисков она наконец нашла его в небольшом парке. Он кормил голубей, сидя на скамейке. «Мистер Джеймс?» – осторожно обратилась Сара. «Просто Джеймс», – ответил он, не поворачивая головы. «Присаживайтесь, мисс Джонсон. Я знаю, что вы искали меня». Его голос был мягким, образованным, совсем не похожим на то, что можно было ожидать от человека его положения. «Почему вы спасли того мальчика?» «А почему бы и нет?» Он улыбнулся. «Разве нужна особая причина, чтобы спасти чью-то жизнь?» В течение следующих 2 часов Джеймс рассказал ей свою историю. История, от которой у Сары перехватило дыхание. 15 лет назад Джеймс Эндрюс был одним из самых успешных финансистов Нью-Йорка. Его состояние оценивалось в миллиарды долларов. У него была красивая жена, 2 детей, особняк в Хэмптонсе и личный самолет. «Знаете, что самое забавное?» – говорил он, глядя куда-то вдаль. «Я думал, что деньги делают меня счастливым. Я был уверен, что власть и влияние – это все, что нужно человеку. Но потом произошла трагедия. Его семья погибла в авиакатастрофе. Частный самолет, на котором летели его жена и дети, разбился из-за технической неисправности. Я купил им этот самолет. Хотел, чтобы у них было все самое лучшее. Ирония судьбы, не правда ли?
После их смерти он погрузился в глубокую депрессию. Начал совершать ошибки в бизнесе, принимать необдуманные решения. За 2 года потерял почти все состояние. Но знаете что? Это было лучшее, что могло со мной случиться. Он впервые посмотрел Саре прямо в глаза. Я начал видеть мир таким, какой он есть на самом деле. Он рассказал, как однажды отдал последние деньги незнакомой женщине, которой нечем было кормить детей. Как помог старику, которого пытались выселить из квартиры. Как спас собаку от усыпления, оплатив ей лечение. Каждый раз, когда я помогаю кому-то, я чувствую, что моя семья смотрит на меня и улыбается. Его голос дрогнул. Я больше не миллиардер, мисс Джонсон. Я просто человек, который наконец-то понял, что значит быть живым. Сара слушала его, и слезы катились по ее щекам. Она поняла, что перед ней сидит не просто бездомный герой, а человек, который нашел в себе силы подняться после страшной трагедии и начать жить заново. Но уже совсем по-другому. «Я не хочу, чтобы вы писали обо мне статью», – сказал он в конце разговора. «Но почему? Ваша история может вдохновить стольких людей». Потому что настоящая доброта не нуждается в публичности. Она существует сама по себе, тихо и незаметно. Как эти голуби. Он бросил еще немного крошек птицам. Они не знают, кто я такой. Им все равно, был ли я богат или беден. Они просто принимают то, что я даю им, с благодарностью. Он встал со скамейки и, прихрамывая, направился прочь. «Подождите!» – крикнула Сара. «Хотя бы позвольте помочь вам. У меня есть друзья, они могли бы... У меня есть все, что мне нужно», – улыбнулся он. «Свобода делать добро без ожидания награды – это самое большое богатство, которое у меня когда-либо было». Сара не написала статью о Джеймсе. Вместо этого она основала благотворительный фонд помощи бездомным. Она часто видела его в разных частях города, то помогающим старушке перейти дорогу, то играющим с детьми в парке, то раздающим еду таким же бездомным, как он сам. Однажды зимним вечером она снова встретила его. Он сидел на той же скамейке в парке, кормя голубей. «Знаете, Джеймс», – сказала она, присаживаясь рядом, – «вы изменили мою жизнь». «Нет, мисс Джонсон», – покачал он головой, – «вы сами изменили свою жизнь. Я просто показал вам, что это возможно». Они сидели молча, наблюдая, как падает снег. В этот момент Сара поняла, что иногда самые важные уроки в жизни мы получаем от тех, от кого меньше всего их ожидаем. И что настоящее богатство измеряется не деньгами на банковском счете, а количеством добра, которое мы можем принести в этот мир. А Джеймс продолжал свой путь, оставаясь невидимым героем города, напоминая всем, кто был готов увидеть, что даже в самые темные времена есть место для света, и что иногда нужно потерять все, чтобы найти самое главное.